вечером накрывает жор, не можешь пройти мимо холодильника, не открыв его, он как будто шепчет: ну открой, там же йогуртик, сырочек, колбаска. И ты уже стоишь ложкой и не понимаешь, зачем, откуда, почему. Если ты включил этот ролик, это значит, что ты хочешь перестать зависеть от еды по вечерам. Меня зовут Юлия Щербатова, я кандидат медицинских наук, я главный врач и основатель клиники. Я покажу вам 8 мощных, научно обоснованных правил, которые реально убивают вечерний голод без насилия, без голодовки, без слез и психов на кухне. Не волнуйтесь, я не буду говорить вам «просто не ешь». Почему мы хотим есть именно вечером? Вот этот вечерний жор возникает очень часто по ужасно банальным причинам. Вы днем просто не получили достаточного количества нутритивных питательных веществ. Пропустили завтрак. Это была чашка кофе, какая-нибудь булочка. В обед было некогда, потому что нужно было доделать дела, а идти куда-то полноценно обедать, просто не хватило времени. Вечером нужно было ехать домой, было уже не до этого все, и задержались на работе. В конце концов, когда человек попадает домой в привычные нормальные человеческие условия, он начинает хотеть есть. Но это же уже поздний вечер, как правило. И возникает неконтролируемый набор продуктов. Возникает ситуация, когда вот съел все, что не приколочено, с большим аппетитом, а тут уже и спать надо, между прочим. И еще важный нюанс – это такой эмоциональный голод. Мы, правда, про него мало говорим. Эмоциональный голод возникает как компенсация за все напряжения, которые мы пережили в течение дня, как награда за тяжелый день. Итак, правило первое. Ешь полноценный завтрак и обед. И тогда вечером организм не заставит тебя съесть все это с процентами, да еще и с удвоенными. Если ты пропустил завтрак и обед, то гарантированно недополучил питательных веществ. И организм начинает тобой руководить. То есть мозг повелевает тебе: пойди и съешь побольше. Вам кажется, что вы, пропустив завтрак и обед, снизили количество потребляемых калорий. Ничего подобного. Вечером вы их обязательно доберете. Поэтому, если на ваш вес рассчитанное количество калорий, например, 1800, это означает, что вы должны съесть их равномерными порциями в течение дня. Даже лучше будет, если съедите большую часть на завтрак и на обед, а на ужин оставите поменьше, как в той поговорке. Если вы, например, думаете, что вы утром съели 300 калорий, а остальные 1500 съедите на ужин, это точно приведет к набору веса и, в общем-то, будет выглядеть как вечерний жор. Правило второе. Проверь свой уровень гормонов. Уровень гормонов щитовидной железы, уровень инсулина, лептина и так далее. Тех гормонов, которые управляют центрами голода в нашем организме. Если есть гормональный сбой вот в этом месте, в этих гормонах, то организм не будет получать достаточно энергии. Он будет повелевать пойти и, что называется, догнаться. Что организм таким образом решает? Его митохондрии клеточные работают неправильно, и они требуют энергии. И верьте, организм их обязательно найдет. Третье правило – это разделение эмоций и голода. Очень часто эмоциональный голод, про который мы уже немножко поговорили, маскирует чувство усталости, одиночества, скуки. И кажется, что если ты поешь, то это что-то изменит. На самом деле научитесь простому упражнению. Разделяйте голод и ваши эмоции. Это совершенно разные вещи. Иногда хочется заесть свою усталость, одиночество или какой-нибудь стресс, эмоциональное напряжение. Но если вы погуляете, потанцуете, послушаете музыку, сделаете несколько дыхательных упражнений, это может привести к тому, что голод ваш исчезнет, такой псевдоголод. Его может не стать. Правило четвертое. Это адекватное количество клетчатки. Картошка, огурцы, помидоры, зелень, все то, что привносит нормальное количество клетчатки в наш желудок и в наш кишечник, создает чувство насыщения. Когда клетчатки в организме недостаточно в нашем пищеварительном тракте, рецепторы, которые на слизистой оболочке расположены внутренних органов, неправильно считывают сигнал о наполнении, неправильно передают его в головной мозг, неправильно формируется гормональный фон, который сигнализирует о насыщении, и вы продолжаете есть лишнее, совершенно не то, что нужно, чаще и так далее. Добавьте клетчатки в ваш рацион, и вы увидите, что вечерний голод вас посещает все реже. Еще один момент. Растительная клетчатка создает объем в желудке и в кишечнике, но при этом несет очень мало калорий. Поэтому даже если вы съели много овощей, много зелени, много огурцов, помидоров, всякой клетчатки, то получили очень мало калорий, но насытились. Правило пятое. Белок и клетчатка на ужин.
Вот такой дуэт создает чудесное чувство насыщения, снижает уровень сахара в крови, не дает съеденным продуктам превращаться в жир и точно подавляет чувство голода. До утра вам такого запаса хватит точно. Например, как выглядит мой ужин? Это кусок курицы и салат. Или это может быть рыба и водоросли. Кусок стейка, да, не надо весь такой съесть. Есть это 130 грамм, вам достаточно будет. И тушеная фасоль, например. То есть то, что позволяет связать лишний жир, дать много белка и дать организму клетчатку, которая отлично препятствует повышению, например, холестерина в крови. А разве можно стейк вечером? Нужно. Это не жир, не холестерин? Холестерина вы никогда не наедите из продуктов. В продуктах нет холестерина, его не бывает в продуктах, нету его там. Это другие жиры, которые не холестерин. Холестерин – это другой. Холестерин – это продукт работы нашей печени. В продуктах, вот даже если вы съели, например, стейк, там нет холестерина, там есть жиры другие, полиненасыщенные, триглицериды и прочее разное. Но это не холестерин. Холестерин – это продукт работы нашей печени. То есть его упрощенно называют холестерин? Конечно, как на бутылках с растительным маслом без холестерина. Конечно, черт подери, откуда он там возьмется. Шестое правило и отличный лайфхак – это попкорн, как ни странно. Но не тот попкорн, который вы можете увидеть в кинотеатре, весь такой облитый карамелью или очень сладкий. Это не такой. Попкорн – это штука, которая без масла, без сахара и практически без калорий отлично утоляет вечерний голод. Он бывает соленый, бывает сырный. И я нашла для себя один отличный. Это попкорн с добавлением трюфеля. Вкусное, без лишних калорий. И отлично вас насыщает. И, кстати, дает клетчатку. Если вдруг после ужина, через какое-то время, до сна еще далеко, а вы уже проголодались и прям вот не можете никак терпеть, съешьте несладкий попкорн. Он даст вам чувство насыщения и не даст лишних калорий. Правило 7. Это перекус между обедом и ужином. В целом я, конечно, очень против перекусов. Но тут есть замечательное правило. Если вы физически активны, если вы много ходите пешком, если вы много сжигаете калорий, у вас высокие энергозатраты, то перекус будет вам полезен. Почему? Потому что он даст возможность заново запустить метаболизм, не испытывать чувство голода и усвоить максимальное количество полезных веществ из еды. Но если ваш образ жизни с минимальной физической активностью, если вы целый день сидите в офисе, вот тут вы добавляете какой-то перекус, причем любой, это может быть крохотная печенька или там какие-то орешки или вот что-то мелкое, я настоятельно вам не рекомендую такое делать. Лучше сделать вот этот перерыв от обеда до ужина таким куском интервального голодания. То есть если вы голодали 6 часов, ну это же не настоящий голод был, это же уже наеты были. И это позволит вам не перебрать калориями, это позволит вам запустить собственное сжигание жиров, и это позволит вам не поднимать уровень сахара в крови. Какой перекус я советую? Это может быть сушеное мясо, сублимированное, такие сухие снеки из мяса, которые занимают минимум места, ничего не весят, в любую сумку помещаются, и это очень удобно. Если вы знаете, что вы не перебираете жирами, можете добавить орехов. Но ни в коем случае не ешьте арахис. 8 правило, и очень важное, это восстановление и сохранение связи между энергозатратами и энергопотреблением. Если вы сидите целый день, прошли ножками немножко от подъезда до машины или там, до какого-то общественного транспорта, и это все, то по принципу обратной связи мозг теряет контроль над голодом и перестает различать настоящий голод и такой плавный голод, когда по-хорошему надо было бы и не есть ничего. Нормальная, даже высокая физическая активность – это залог вашего контроля над чувством голода. Но есть одна деталь, которая портит все. Это полезные снеки. Йогурты, это какие-то сухофрукта, ореховые смеси, на которых написано «супер полезное, съешь и будет тебе счастье». На самом деле не верьте. Все, что сладкое на вкус, все, где есть добавленные консерванты, добавленные усилители вкуса, приведут к тому, что вы точно переберете по калориям, вы точно заглушите правильное чувство голода и не сможете отличить его от псевдоголода. И это то, что
не позволит вашему метаболизму активироваться. И если вам вот, прямо очень хочется какого-то неправильного перекуса, какой-то неправильной еды, что-то сладкое или что-то очень жирное, съешьте это в первой половине дня. Тогда ваш организм сможет в течение дня это переработать в энергию и в синтез ваших тканей.